Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем выживать на Марсе в Stationers. В этой серии будут исправления кода для печки и тестирование печи на сплавах, таких как Инвар и Константан. Пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твою поддержку, твои комментарии, которые помогают мне улучшить игру, за твои лайки и подписку. Пока игра загружается, исправление для вычисления центра, здесь не было переменной, и центра температуры тоже не было переменной. А также исправление по вычислению. Когда мы выключаем насос, когда включаем, ничего не меняется. Когда выключаем, нужно проверять, давление достигло ли центра и температура достигла ли центра. Здесь было, что температура смотрела на минимум. Это приводило к тому, что температура падала на 1 градус и насос включался снова. Сейчас мы пойдем включим, попьем водички, пока мы на базе. Пойдем включим печь и настроим вот. Подвис. Да, подвис. Подвис и вылетел. Ладно. Ну чё ты подвисаешь и вылетаешь? Вот скажи мне, пожалуйста, что тебе не нравится? Что тебе не так? Памяти много. Вроде бы все показатели в норме. Памяти даже хватает. Необычно ее мало остается. Не знаю. Ну, хром жрет какое-то количество, но тут не так уж много это все происходит. Ладно. На выходе, да? Нет. Там же, где и был. Получается, сохранка никуда не двинулась. Ладно. Что делать? Что делать? Пить воду.
Пить воду, есть батончик. Выкладывать все лишнее из рюкзака. Это, например. Сейчас мы еще тогда возьмем с собой каких-нибудь этих. Мы возьмем с собой что-нибудь типа ингредиентов для инвара и константана. Константан у нас это медь с никелем, а инвар это железо с никелем. Где у меня все? Где у меня все? Турбогиби, скорее всего. Да. У меня была сохранка, вернее как, я снял частично видео, минут, наверное, 40 снимал, как раз вот сварил инвар и сварил константан, но сохранка с видео не сохранилась, я имею в виду не сохранка, а сам видеоролик, поэтому я как бы заново буду это варить, вот. Тогда мы берем, они все слитки выпали. Процесс варки я не показал. Примерно где-то полчаса потерял времени. За это время на базе ничего не случилось, кроме того, что я сварил 2 слитка. У меня есть медь, никель. Где там железо? Железо у меня было. Вот у меня есть железо. Пойдет. Ну, вот тут можно тоже отщепить, в принципе. Возьмем дегазированное железо. Порежем. Порежем его на равные части. По 50, наверное, да? Так, вот у меня медь есть. Мне надо 50 меди ровный. Ровным слоем надо меди 50. Так. Два надо штуки. Он сейчас накидает много, конечно. 2 штучки надо. Это вот с медью будет. Тут будет с железом. Будет инвар и константан еще. Ну как еще? На видео я не показывал как, поэтому считайте, что просто инвар и константан. Для меня это еще. Ну все, пусть это все лежит. Вот, так что в прошлую серию я ковырялся с печи, разжег ее, сделал инвар константан. Даже на коде, в котором есть ошибка, у меня там дергался насос туда-сюда. Но тем не менее, видео не сохранилось, OBS студия повисла. И пришлось, вот просто пришлось потерять те полчаса записи. Так, я меняю код на исправленный. В прошлую серию я промудохался с кодом. Как промудохался? Для меня было это очень сложно. Я с таким не работал никогда. Первый раз, можно сказать, вот это вот все ковырял. А я использовал, а я в смысле искусственный интеллект. И, в общем-то, получилось.
Сейчас сохраним и проверим. Должно не дергаться насос. Посмотрим. Ставим сразу. Что у нас там в печи? Ну там в печи что-то есть. В печи что-то есть. Мы ставим сразу на инвар. И включаем разрешение для печи. Что у нас там пошло? У нас пошло давление. А розжиг был? Да, розжиг был уже. Температура растет, давление растет. Инвар — это сплав, который ест давление от 18 мегапаскалей до 20, и температура от 1,2 до 1,5. Что мы видим? 1,2 температура уже есть. Давления еще нет. Он продолжает накачивать. Ну да, я не слышу щелчки насоса. Он внизу лежит. Как будет 18. Еще что там ему вкинуть надо? Железо и никель. Вот у меня железо и никель. Пожалуйста. Перебрал. Теперь ждем, когда давление соответствующее будет. Но мне не нравится то, что вот насос включен. И он откачивает. Почему он откачивает? Зачем он откачивает? Кто его просил? Такое ощущение, будто бы он просто не работает. Газовый компрессор на выхлоп. Это 0,1. Тут у нас сейчас давление выросло, температура выросла. Нам надо, чтобы температура упала. Один и 2, 1,5. Чуть-чуть надо, чтобы температура упала. Я еще не делал подачу холодных газов на печку. Вот сейчас было бы неплохо подать холодный газ. Остудить немного. Так, у нас на 0,2 стоит насос, газовый компрессор на выхлоп. На единичке, вернее. За код посмотрю. Я, наверное, своей рожей мешаю, да? Вот так. Компрессор out. Но он здесь у нас есть. Вот он применяется внизу. Включается, когда давление больше максимального. Target Press Max. Когда нужно стравливать, собственно, он включается. И выключается, когда середина давления достигает. Почему он был все время включен, непонятно. Если я его включу, же не выключится, а должен выключиться. Ну, получается, что он не выключается. Что там? Тут должно включиться. Литок инвара уже готов. Забираем. Теперь ставим на константан. Пошло давление расти. Закидываем руду. Ну как, руду готовую, да? Вот, все, пожалуйста, готово. Нет, не готово.
То сейчас он слитки просто отметил. Теперь готово. Слиток Константана сплавили. Все. Накачивать перестаем. Поставим вот, допустим, тарджет на припой. Насос должен был включиться. Выходной. Он не включился. Посмотрим на него. Это у нас компрессор out. Я понял, почему он не включился. Потому что некуда стравливать. Там в трубе давление слишком высокое. Поэтому он никуда не стравливает ничего. Ну что, при такой накачке, собственно, надо, наверное, или увеличивать количество буфера для давления, куда он стравливает. Или что-то выдумывать. Можем ли мы буфер увеличить? Можем, наверное. Сейчас там в качестве буфера 1 бак стоит. Один бак в качестве буфера. Сейчас мы сделаем еще 1 бак. Или 2 бака. Получается, системы взаимосвязаны. Системы газа связаны с печкой. Газовая цистерна. Вот, изолированная газовая цистерна. Давай мне парочку. Тут можно батарейку поменять. Им надо еще 2 фильтра себе поставить. Пока он делает цистерны газовые. Вот наш Энвар и Константан. Который мы только что сплавили. Чё, радует то, что такая система работает. Не может не радовать. Но почему насос не выключился? Сколько там уже? 1 цистерна. Почему насос не выключился? Вот почему. Если ты можешь компрессию делать, надо это не проверять вот в этом месте. Насос должен вырубаться в любом случае. Включаться только если есть куда, если можешь. А выключаться в любом случае вот так. Да, низкий заряд, я знаю. Сейчас поправим. Тебе заряд. Вот так, поправим заряд. Это мы сбросим. Так, и пойдем сделаем теперь. Во-первых, код поправим. Во-вторых, пойдем сделаем еще 2 цистерны поставим на буфер.
Вот тут. Сейчас некуда выкачивать. Ну почему-то тут, смотри, он... Если я его включу руками, вот я его руками, допустим, включил. Ну да, он сам по себе не вырубится, потому что нет условий для вырубания. Да, понятно, почему он не вырубается, если я так делаю сам. Пойдем буфер делать. Буфер, буфер, буфер. То мы так и лопнем. 7. Ну где буфер ставить? Здесь? Тут сразу? Или прямо тут? Хороший вопрос, да, куда его воткнуть? Ну, логично будет, если его воткну просто выше. А можно так? Угу. А так можно, оказывается, да? Нет, это фигня получается. Так фигня получается. Ладно, что я могу сделать? Куда я могу его воткнуть? Во-первых, это грязный газ. Вот так. Фреймы у меня какие-нибудь есть? Никаких у меня тут фреймов нет. Ну, давай вот тут один-то поставим. Второй. Ему на голову. Ровненько? Или не очень? Ровненько. Странно, конечно, так в воздухе. Где все мои трубы? Нету? И да. Да ладно, что, труб нету? Тогда возьму еще, пойду пару фреймов. А вот я повыкладывал. Вот это только 3. Тут будет 2 штуки. Пять уже есть. Кремний закончился. Серьезно? Да, кремний закончился.
5 труб. 5 штучек. 8 штучек. Там 3 наверх подняться. Должно хватить. Ладно, это я все потом соберу, когда вернусь. Сейчас собрать. Все свои пожитки собрал. Там меди у нас на исходе и кремний вообще пустой. Всё? Ну, за медью и кремнием можно сходить. Потом. Время я так и не взял. Забыл. Думая о меди и кремнии. Да? Мне еще 3 штучки осталось, да? 3 штучки. Раз. Раз, два, три, и я не попал. Да, я не попадаю. Нигде нельзя скрутить себе трубы. Нет. Ну нет, так нет. Тогда надо кремний искать. Прямо сейчас. Пошли кремний искать. Его много должно быть. Тут его всегда было какое-то такое количество. Ты смотришь, думаешь, вода, а то кремний. Вон я вижу белый. Или это нитрис вообще, да? Это нитрис. Там нитрис. Вон там что белое. Вот он. О, у меня, кстати, здесь есть фреймы, которые можно снять. Че я сразу не додумался.
Вообще прекрасно. Высокий уровень голода. Да, голод это хорошо. Ой, у меня тут можно... Что тут можно сделать? Можно кремний вкинуть попробовать, пожечь. А лучше вот медь. У нас там ближайший, через которого можно поплавить нормально. Температуру поднимем. Есть куда? М, Так, медь поплавилась. Давай. Это у нас золотишко немножко. Свинец поплавим. Почему бы и нет? Да, давление повышается, прям мощно повышается. Ну да, в руде много газа. Этот газ выделяется. Там прям сейчас катастрофа начнется. Всё, давай. Ну, кремний влезет сюда, кремний еще. Влезает по давлению кремний. Ну, конечно, давление растет прям. Ого! Ого-го называется, да? Надеюсь, откачает. Больше не растет давление. Больше не растет температура. Я же выключил насос принудительно. А вот куда? Куда? Туда. Сейчас трубы надо делать и делать буфер. Я теперь понимаю, зачем нужна дегазация руды перед тем, как плавить сплавы. Чтобы давление в печке беспорядочно не росло. Надо было вот сюда кидать. Так, так, стоп, 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 подожди. Не выкидывай все. А хотя да, выкидывай. Так, поехали мы. Трубогиб. Критический уровень обезвоживания. Да, и вовремя я зашел, попить надо как раз. Сейчас попьешь, пойдешь. Вот этих вот трубочек мне сделай. А теперь можешь пить идти. И вот это вот надкусишь.
Порядок. Ну, фильтры заканчиваются, да, вижу. Печка там еще не взорвалась. Вот так, да? Мгм. А здесь у нас, ну, как бы это разбирать или не разбирать. Хочу ли я это сейчас разбирать? Не хочу. И 3. Ты так не хочешь? А что такое? Чё не хочешь? А, потому что у меня тут тоже так. Так не работает. Вот, а так работает. Что у нас теперь по давлению получается? Резко распределилось давление на 3 бака. Прекрасно. Просто отлично. Сейчас мы вернемся. Куда я засунул еще один бур? Вот он. Что теперь? Теперь тебе есть куда сливать, да? И он активно сливает. До стали будет сливать, да? Вар, Константан. Ну, до припоя мне надо, чтобы он слил. По литру ты будешь сливать 3 года. Опа. А по 10 литров не можешь, потому что не хватает энергии, я так понимаю. Сколько ты жрешь? 500 ватт. Ой, до киловатта дам. Сливай по 10. Быстрее будет, да? Тут вообще надо еще сделать такую систему, чтобы он сливал столько, сколько можно сливать. Потому что... Что потому что? За 10 литров это же за один тик много. Не точно будет. Хотя... Что дальше? Дальше надо сделать закачку холодных газов, чтобы охлаждать печь. Где мне взять холодные газы? Вот, допустим, припой. У него там зазор температуры под припой. Где он там у нас? Припой. Тут давление от 1 мегапаскаля. А зазор температуры, вот он такой, от 350 до 550. Если я, допустим, поставлю на припой, есть что откачивать. По идее, есть что откачивать. Под припой. Ты вырубаешься. Так, припой. Давление.
А, давление от единицы до 100. Поэтому вырубается, что сейчас давление меньше половинки. Я там поставил 5 мегапаскалей, чтобы он никуда не делся. Ну, а температура? Температуру-то надо понизить до вот этого вот количества. И вот тут нюансы. Подать холодный газ, чтобы понизить температуру. Да, я бы так сделал. А не сработает ли розжиг, если я подам? Ну, даже сработает, конечно. Если я буду разжигать. Там уже нечем разжигаться. А там нету горючих веществ. А там есть NO2. По идее, он с кислородом тоже может взаимодействовать. Не в таком количестве. Вот, и тут варианты. Либо ждать, либо подать холодный газ. Холодный газ. Где тебя взять? В баке. Его надо брать. Значит, его надо запасать заранее. Что у нас тут может быть холодным газом? Ну, вот кислород у нас холодный газ. Какой там еще можно холодный газ подать? Азот можно холодный подать. Печку. Гореть не будет. Будет как наполнитель. Это такое мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что лучше, какой холодный газ подавать правильнее. Что у нас тут есть? Вот есть азот 39 градусов. Тут у нас очень много углекислого газа и вредных веществ. Куда его откачивать? Ой, уже нету. Тут уже нельзя это делать. Тут новая задачка вырисовывается. Куда откачивать? И надо вот этими фильтрами управлять, чтобы они тоже безопасно работали. Во-первых, чтобы они работали, когда нужно, а во-вторых, чтобы они не работали, когда некуда выкачивать. Делать больше баков. Какой вопрос? Здесь температура хорошая. Высокая. 90 градусов. И вот 90 градусов. А ну потому что он не остыл. Понятно. И у иксов тоже хорошая температура. Прям можно подогреваться. Здесь охлаждаемся. Тут 37 градусов. И тут тоже мы охлаждаемся. До окружающей температуры. Ну а тут 800 градусов все подряд наше. Наше все. Пять литров осталось. Еще и подкачал себе систему воды. Ну и вода у меня закончилась тоже. Осталась только та, что в системе. В базе, в смысле. Ладно. Время надо поставить. То я тут как чучело. Вишу в воздухе.
Как-то так. Так вроде бы и не на земле стоит теперь бак. Что делать? Что делать? Что делать? Жидкостные радиаторы. Изолированные трубы, пассивка. Там топливо. Что делать? Делать дальше вот эту логику всю, которая должна работать правильно. С печкой вроде бы... ну да, нам же надо бак. И нам надо холодный газ. А зачем мне бак, если я могу прямо подать холодный газ? Мне надо тогда трубы, надо понять, сколько их надо. Ну вот, допустим, я подам азот. Мне его не жалко. Мне нужны трубы, значит, на азот. Сколько тут у меня трубов есть? Труб. Ну, у меня есть 8 труб. Мне надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где-то 7 стаков, я так понимаю. Ну, это на глаз. 7 стаков. Пошли сделаем себе хотя бы стака 3-4 там. Посмотрим. И радиаторы надо делать, чтобы охлаждать газ. Сколько я могу сделать труб? 140. Давай, делай. Я не буду делать все 140, конечно же. Пока там трубы делаются, можно попробовать создать еще один файлик. Звать его фильтрация, да? Filtration какой-нибудь ICX. Тут у нас будет device. Газ-фильтр. Например, D0. Device танк. Давай target танк назовем его. Будет D1. Мне надо знать еще сколько какой-нибудь dirty gas танк. А дальше мне надо loop. Тут yield. Что мне надо делать? Мне надо знать can фильтр. Can фильтр. Can фильтр будет, смотрим, куда фильтровать. Target танк. Pressure. Будем смотреть меньше 6,5. Дальше мне надо знать, что есть ли что-то, что нужно фильтровать. Тут надо анализер газовый и смотреть у него конкретный тип газа. Ну, dirty gas танк, наверное, тоже умеет говорить, какой у него там есть тип газа. Допустим, у него тут может быть can фильтр и has gas.
S-газ to фильтр. Ну и тут надо смотреть какой-то конкретный газ. Как его посмотреть? Например, сейчас посмотрим. Смотрим. Есть атмосферные машины. Анализаторы тут есть в атмосферных машинах. Или вот, допустим, сам танк. Изолированная газовая цистерна. Вот сама газовая цистерна. Что у нее тут есть? Давление хорошо. А если мне надо конкретный кислород, конкретный посмотреть, вот допустим, ага, вот. Ратио оксиген output. Я так понимаю, output это просто приставка. Ратио. Combustion. Ратио. Ну, хорошо. Вот у нас есть, допустим, у нас есть кислоген, этот оксиген, ратио оксиген. Вот он. Значит, считаем ратио оксиген. Допустим, вот так. Если у нас есть куда складывать, есть что складывать, тогда включаем газовый фильтр. Можем еще посмотреть, если в газовом фильтре эти фильтры сами, и если они заполненные. Можем ли мы это посмотреть? Атмосферик. Машина атмосферная где? Вот она. Воздушный фильтр. Что ты умеешь? Логика понятна. Тут, кстати, вот есть ратио input. Можно его смотреть. Ратио оксиген input. Тогда будем не в газ-танке смотреть, а в самом фильтре. Ратио оксиген input. Вот, на вход. Есть ли там газ на вход, нужный нам? И что у нас тут еще есть? Логические слоты, занятость. Классы, фильтр type. Состояние соединения, газовая труба, отходы, выход, соединение. Ну, окупает, это понятно, а и что? Я ж не вижу сколько. Quantity, вот это, наверное, количество quantity. 0, 1, 2. Ладно, будем тогда смотреть, если я там не понимаю. Значит, можем ли фильтровать, если что фильтровать? Тогда будем делать газ-фильтр, он. Ну, вот, в принципе, вот так. Это будет у нас газовый фильтр. Он будет включаться и выключаться. Тогда как включаться будет, когда есть куда качать и есть что качать. Единственный момент, что под каждый фильтр придется писать тип того, что он фильтрует. Если вот так вот оставлять, то это будет программа, которая будет для каждого фильтра, то есть по одному. А если я захочу в один засунуть те фильтры свои, в один, в смысле IC10, так не получится все засунуть.
У меня будет газовый фильтр, тарджет танк, пара получается. Идете газ танк. Идете газ танк, нам не надо здесь. Тогда мы вот так смотрим. Ну, парами выходит. Значит, получается, если я сделаю здесь один, здесь сделаю второй. Это тоже один. Да ё-моё. Вот. Тогда у нас будет пара. Сколько я таких пар могу сделать? Газфильтр 2. 3 могу, да? На один чип могу 3 штуки повесить. Тут надо будет писать can-фильтр. 1, 1. Два. Три фильтра, получается, я могу сделать на один чип. И мне надо понимать, что я фильтрую. Оксиген. Допустим, оксиген. Полютант, вот, например, могу фильтровать. Радиополютант. И у меня там рядом стоит карбон диоксид. Карбон диоксиде. Карбон диоксид. Будет 3 штуки. Хватит, наверное. Тарахтеть. Мне надо теперь взять, сделать чип. Процессор, наверное, есть. А, ну вот есть чип. Чип есть, а где этот, который... Ой, у меня еще есть. Хорошо. Так кто у нас чип памяти? Вот эта штука нужна мне. У нас тут прям горка. Надо себе сделать фильтр. Железо надо, да? Да. Ага. Лопатку не поднял. 2 раза сбегал, называется. Раз ровненько. Фильтры закончились аккурат, прям когда надо. А ну-то я сейчас закину.
Пошли со мной. Заряд. У нас будет зелененький газ. Азот. И куда я собирался поставить? Вот сюда куда-то собирался всунуть. Не то. Вот это я хотел поставить. Раз. Будет раз, два, три. И вот еще раз, два, три. Два. Потом еще один чип сделаю. И запрограммирую их. Теперь азот. Тут, да. Туда, туда, туда его. Вот сюда и в ту сторону. Значит, надо здесь проехаться. Куда? Это сделать. И там тут зеленый газ. Вот он. Приехали. Так, мы тут встретимся с трубой, да? Тогда надо тут опускаться. Сильно далеко, да. Так тоже многовато. Ну да, вот туда и пойдем. Классно сделали то, что можно стакать эти трубы по 10 штук. Вообще красота. Раз и проскочил. Ну вот сюда мы подаемся, получается. Да. Езжай. Насос мне надо еще один. Я его поставлю, но сюда же я не поставлю насос, а вот сюда да. Надо было выводить вниз провод и не выделываться. Получается, давай наверх поставлю. Вот тут насос поставлю.
Вот здесь будет. И главное помнить, что у меня есть трубы, много. Критический уровень обезвоживания. Ну что, по времени у меня серия заканчивается. Я попью водички. Дорогой друг, спасибо, что был со мной на этой серии. Я благодарен тебе за твои лайки, подписки, комментарии. Приходи на следующую серию. Пока.